Всем привет, на связи Джеймс. В этом видео рассказываю о том, как правильно построить траекторию на орбиту в Kerbal Space Program. Подписывайтесь на канал, поставьте лайк, и мы начинаем. Итак, у нас вот такая трехтонная ракета. Груз ровно 3 тонны. Разгонный блок, вторая ступень. Переключаем в вакуум и смотрим. У нас 1,5 ТВР и около 2200 метров в секунду характеристической скорости. Она стартует с 20-километровой высоты. Маршевый двигатель. Первая ступень около 1500 и 1,6 ТВР. Она будет работать около 80 секунд. Это нужно для того, чтобы по загнутой траектории добраться до 20 километров. Путь при этом составит примерно 25 километров. Выбрав фиксированную высоту 4,2 километра, можно найти среднее от 0 до 20 километров высоты, среднее значение дельта В. Нужно это для общего расчета дельта В, так как в уголке экрана у нас рассчитывается только для заданной высоты какой-то определенной, поэтому берем для первой ступени среднее значение, а для второй ступени вакуумное. И складываем их вместе. И получаем общее значение. Там где-то 1600 и 2200, получается где-то 3800. Это примерный запас, который мы можем оценить на весь наш полет. Так как с 20 километров начнется практически вакуум. Также обязательно нужно запомнить, что первая ступень у нас должна проработать не менее 80 секунд, ну плюс-минус 5 секунд, от 75 до 85 секунд, для того, чтобы добраться до 20-километровой высоты. Так как траектория загнутая, весь путь займет где-то 25 километров. Итак, мы на стартовом столе. Включаем свет, это опционально. Автоматическую стабилизацию в автоматическом режиме. Раскрываем режим маневров, даем газ и старт. Следим за высотой и скоростью от поверхности. Смотря что раньше, либо 1000 метров, либо 100 метров в секунду, и начинаем поворот на 70 градусов на восток. Начинаем поворот плавно и настойчиво. Поворачиваем до 70 градусов. Пока поворачиваем, конечно же, поднимемся уже, наверное, до 3 километров высоты. Не страшно. После этого переключаемся в режим по движению. В этом режиме ракета будет сама собой подворачиваться на нужный нам угол по баллистической траектории к 20-километровой высоте. Угол составит 45 градусов. Информация для статистики. За 1 минуту мы достигли 10-километровой высоты. Тем временем работа первой ступени у нас уже заканчивается. Осталось несколько секунд и почти 20 километров. Идеально 20 километров. Отстреливаем первую ступень. Переключаемся в орбиту. И наш наклон составляет 30 градусов орбитальных. Идеально то, что нужно. Теперь следим внимательно за апоцентром в левом углу экрана. Как только апоцентр составит 70 километров, отрубаем двигатель.
Почти у цели. Отрубаем двигатель. И остается только подождать, пока наш аппарат не долетит до точки апоцентра. Время показано чуть ниже точки апоцентра. Сейчас мы можем безопасно ускорить время. Итак, мы в космосе. До апоцентра остается всего 10 секунд. Как только стрелка вариометра выровняется на 0, нам нужно будет включить двигатель под углом вверх на где-то 15-20 градусов. Следим за стрелкой вариометра и не позволяем ей подниматься или опускаться. Таким образом мы как бы толкаем апоцентр перед собой. Можно также смотреть на положение времени. Оно должно быть нулевым. Чтобы поднять стрелку, нужно немножко приподнять нос, а чтобы опустить стрелку, немножко опустить нос. Внимательно следим за перицентром. Как только он поднимется выше горизонта, нужно будет выключить двигатель. Ну а так достаточно, 29 километров. Дальше нам нужно будет в апоцентре, строго в апоцентре, очень аккуратненько, очень медленно, на малом газу приподнимать перицентр. Делать это нужно, находясь строго в апоцентре. В режиме карты мы можем посмотреть положение апоцентра. Как мы видим, он остался где-то позади. Но это не страшно. В такой ситуации можно дать небольшой импульс радиально внутрь или радиально наружу. В данном случае лучше радиально наружу. Таким образом, равноудаленные апоцентр и перицентр будут взаимно смещаться, соответственно, выше и ниже. Также таким образом можно сдвинуть апоцентр. Мы подгоняем его прямо к нашему кораблю. И теперь остается дать небольшой импульс по движению. И мы идеально выравниваем нашу орбиту. Практически идеально круглая. В принципе, все. Мы на 70-километровой орбите. И практически идеально круглый. Не забудьте переключиться в автоматическую стабилизацию или выключить САС совсем. По приколу можно сделать вращение, для того, чтобы нагрев от солнца равномерно распределялся по кораблю. Хотя в Kerbal Space Program это, конечно, не отрабатывается, но в реальной жизни это было так. В запасе у нас осталось 529 метров в секунду характеристической скорости ΔV. И изначально у нас было 3930 ΔV, именно если считать по вакууму общий запас. И если вычесть оставшийся запас 529 из 3930, то получится 3401 ΔV. Любопытно, что именно столько, 3400 ΔV, рекомендуется потратить для выхода на орбиту Кербина, согласно карте ΔV. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, пишите комментарии, если что-то было непонятно. Я все читаю, на все отвечаю. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч.